Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что наши страшные рассказы вам нравятся. А значит, и понравится наш второй канал НЛО «Страшные истории». Там вы найдете жуткие, невероятно страшные рассказы о том, какие жуткие вещи творят на нашей планете инопланетяне. Ссылка на канал болтается сейчас в правом верхнем углу экрана. Ну а я начинаю. Мрачный осенний вечер укутал Лондон в плотное одеяло тумана. Ночной город, казалось, дышал неравномерно. Одинокие огни фонарей размывались в сыром воздухе, а приглушенные шумы дорог едва пробивались сквозь густую влажность. В таких ночах чувствовалась скрытая тревога, словно древний город, наполненный тенями веков, хранил свои тайны, ожидая подходящего момента, чтобы раскрыться. Финли сидел перед монитором, моргая в полумраке маленькой студии, которая служила командным центром их подкаста о паранормальных явлениях. Он был основателем проекта, своего рода виртуального привидения, появляющегося раз в неделю для обсуждения самых странных и пугающих историй со всей Англии. Недавно шоу начало набирать популярность среди молодежи, и Финли с каждым новым выпуском чувствовал на себе груз ответственности. Вечером было запланировано нечто особенное. Прямой эфир с таинственной записью, которую прислал неизвестный слушатель. «Мы не должны это выпускать в эфир, Финн». Голос Лили прозвучал сзади. Она стояла у окна и смотрела на туман, как будто стараясь избегать взгляда на него. Лили была ведущей подкаста, яркой и харизматичной личностью, без которой шоу давно бы ушло в скучную хронику мистических историй. Но в последнее время она стала замкнутой, словно что-то беспокоило ее изнутри. «Мы обещали», — ответил Финли, слегка раздраженно бросив взгляд на часы. «Это наш шанс показать что-то действительно новое. Люди устали от фальшивых историй про призраков. Нам нужно выделиться». Лили замолчала, но напряжение в комнате стало ощутимым. Финли не знал, что тревожило ее сильнее – сама запись или предчувствие, которое преследовало всех, кто слышал ее хоть раз. «Где Макс?» – спросила она после паузы. «Мы через час начинаем». Макс был третьим участником их команды. Технарь и звукоинженер. Человек, который разбирался в любой аппаратуре и мог исправить любую проблему со звуком. Он всегда появлялся в последний момент, с чашкой кофе в руках, небрежно помахивая своим джойстиком, которым управлял звуком. Наверное, застрял в метро. Ты же знаешь его. Финли попытался улыбнуться, но на душе стало тягостно. Запись, которую они собирались выпустить в эфир, поступила к ним всего пару дней назад. На первый взгляд это была обычная аудиодорожка. Шум ветра, скрип каких-то деревянных конструкций. Но что-то в этой записи вызывало у Финли мурашки. Она была сделана на пустыре, где когда-то стояла тюрьма. Место давно заброшено, но местные жители до сих пор избегали его, считая проклятым. Самое странное было в том, что на этой записи не было людей, но с каждым прослушиванием казалось, что кто-то невидимый наблюдает за тобой, стоит рядом, дышит в затылок. Финли вспоминал о днях, когда они только начинали подкаст. Все начиналось как шутка. Несколько друзей сидели в баре и обсуждали старые английские легенды. «Почему бы не сделать шоу об этом?» — сказал тогда Макс, и вскоре они уже записывали первые выпуски. Но этот выпуск обещал быть другим. Эта запись, будто дверь в иной мир. Макс появился внезапно, распахнув дверь с шумом и смехом. «Что за настроение, ребята? Мы сегодня сделаем лучший выпуск за всю историю подкастов». Макс был самоуверен, как всегда. «Я все еще думаю, что не стоит это транслировать», — тихо сказала Лили, но Макс лишь отмахнулся. «Ты просто боишься старых английских легенд», — усмехнулся он. «Ну давай, Финн, загружай запись. Я настрою оборудование». Финли взглянул на Лили. Она сидела на диване, словно в ожидании чего-то неизбежного. Но ему нужна была поддержка Макса, а не ее сомнения. Он загрузил файл, и экран заполнился графиком аудиодорожки. Несколько странных пиков сразу бросились в глаза. «Это не ветер», — пробормотал Финли. «Что?» — Макс выглянул из-за экрана. «Эти шумы. Здесь есть что-то еще. Неприродное». Макс пожал плечами.
Это может быть все что угодно. Старая аппаратура, помехи, радиосигналы. Финли попытался убедить себя в том же, но внутренний голос не давал покоя. Он вспомнил предупреждение, которое они получали от того самого неизвестного слушателя, который прислал файл. «Не транслируйте это в эфир, вы не понимаете, с чем имеете дело». Но Финли был слишком увлечен возможностью взорвать медийное пространство, чтобы отступить. Он проигнорировал эти письма, решив, что это просто часть игры. Когда запись начала воспроизводиться, атмосфера в комнате изменилась. Звуки нарастали постепенно, от легкого шума ветра до странных щелчков, похожих на те, что издают старые радиоприемники, когда переключаешь частоты. Макс продолжал шутить, а Финли сосредоточился на экране, пытаясь понять, откуда берутся эти звуки. Но Лили внезапно вскочила. «Вы это слышите?» Ее голос был полон тревоги. Финли замер. Он снова прислушался. В шорохах и скрипах появились новые звуки. Тихие, как будто издалека, но не поддающиеся определению. Это был шепот. Разрозненные фразы, повторяющиеся с ненаступающей логикой. «Это просто помехи», — сказал Макс, но его голос звучал неуверенно. Шепот усиливался. Слова, которые никто не мог разобрать, становились все четче. Странная, давящая тишина повисла в комнате, нарушаемая только этим эхом из другого мира. Финли нащупал выключатель на консоли и резко остановил воспроизведение. «Может, не будем этого делать?» Голос Лили дрожал, но Финли уже был слишком далеко. Завтра утром их подкаст окажется на всех новостных лентах. Слишком много поставлено на кон, чтобы остановиться. Вечер окончательно перешел в ночь, и снаружи туман сгустился настолько, что казалось, будто весь мир за пределами студии исчез, оставив их троих в замкнутом пространстве. Лампы тускло освещали помещение, а звуки города, которые обычно пробивались через окна, словно утонули в плотной дымке. Возникло ощущение, будто студия стала единственной точкой существования в этом мире. Финли, несмотря на внутреннее беспокойство, старался сосредоточиться на предстоящем эфире. Весь их подкаст основывался на размывании границ между реальностью и паранормальным. Но сегодня все казалось иначе, как будто они на самом деле прикоснулись к чему-то, что должно было остаться забытым. Мысли постоянно возвращались к записи, к странному шепоту, который проникал в сознание. «Ты уверен, что все в порядке с аппаратурой?» — спросил Финли, наблюдая, как Макс что-то настраивает на микшерном пульте. «Все идеально, не волнуйся». Макс был явно спокоен и невозмутим. Он верил в технику и всегда считал, что любые аномалии можно объяснить с точки зрения физики. Для него это просто была очередная мистификация, пусть и хорошо продуманная. «Кстати, я улучшил звук на записи. Теперь все будет звучать чище, и мы сможем лучше понять, что там на самом деле». Финли кивнул, пытаясь вытеснить неприятные мысли. Лили сидела в углу на диване, скрестив руки на груди и наблюдая за ними с беспокойством. Обычно она была активна, участвовала в каждой мелочи подготовки, шутила и делала атмосферу легче. Но сейчас ее молчание действовало на нервы. Было видно, что она не одобряет сегодняшнего эфира. «Я не хочу в этом участвовать, Финн. Мне кажется, мы делаем что-то неправильно». Голос Лили прорезал тишину, как скальпель. Она не поднимала глаз, глядя в пол, словно там был ответ на ее тревогу. «Лил, не начинай снова. Все будет хорошо». Финли хотел произнести это с уверенностью, но в его собственном голосе слышалась фальшь. Она посмотрела на него, и ее глаза, обычно блестящие и уверенные, сейчас были наполнены страхом. Это был не просто испуг перед необычным, это было что-то глубже. Первобытное ощущение, что они вторглись туда, куда не следовало. Финли знал, что Лили чувствительна к таким вещам. Она всегда замечала то, что другие игнорировали, и сейчас она явно чувствовала что-то, что не поддавалось разумному объяснению. «Послушай, мы уже все решили», — продолжил он, подходя ближе к ней. «Это просто звуки, шорохи. Мы покажем людям, что в этом нет ничего опасного. Все под контролем». Но в душе Финли понимал, что он пытается убедить не ее, а себя. Макс, закончив с настройками, уселся на свое место, надел наушники и проверил микрофон. «Все готово. Через 5 минут выходим в эфир», — объявил он с таким же привычным спокойствием.
Финли кивнул, хотя в голове возникала мысль, что они идут навстречу чему-то неизведанному и потенциально опасному. Он включил веб-камеру и проверил трансляцию. В чатах уже копились зрители, ожидающие начала. Это был их крупнейший эфир. Сотни людей, а с каждым мгновением подключались новые пользователи. Ладно, собрались. Финли надел свои наушники, пытаясь сосредоточиться на профессионализме. Добрый вечер, друзья. Сегодня в эфире специальный выпуск нашего подкаста, и у нас для вас нечто действительно необычное. Начал он с характерной уверенностью. Его голос разнесся по эфиру, и лайки, комментарии и репосты посыпались в реальном времени. Лили, через силу улыбнувшись, подхватила его. Сегодня мы представим вам запись, которая была сделана на месте одной из самых жутких тюрем Англии – тюрьмы Муртон в Манчестере. Это место давно заброшено, но его прошлое скрывает страшные тайны. Чат начал взрываться от комментариев, где люди гадали, что они услышат. Атмосфера сгущалась. Финли вздохнул, собираясь с мыслями, и нажал кнопку воспроизведения. Запись начала медленно разливаться в эфир, заполняя все пространство едва уловимым шорохом. Первые секунды были наполнены легким ветром, затем добавились привычные для старой архитектуры скрипы. Но вскоре появились те самые тихие щелчки и шорохи, что тревожили его с самого начала. «Как будто кто-то ходит по коридорам», – пробормотал Макс, прикрывая глаза, сосредоточившись на звуках. Но на этот раз в прямом эфире запись начала проявляться иначе. Лили вдруг вскочила с места, указывая на экран. «Смотри, что это?» Финли взглянул на экран своего ноутбука. На фоне графика аудиодорожки начали появляться странные помехи, словно кто-то вломился в систему. На экране мелькали искажения, фигуры, напоминающие человеческие силуэты, словно за ними наблюдали. «Это глюк», — быстро отозвался Макс, явно пытаясь сохранить спокойствие. Но глюк не прекращался. Наоборот, помехи начали захватывать экран, и зрители в чате стали писать, что они видят то же самое. Некоторые начали отключаться от трансляции, жалуясь на головную боль или странные ощущения. «Это просто случайность», — сказал Финли, стараясь держать голос ровным, но пальцы его дрожали. Шепот стал громче, и теперь слова можно было различить. Голоса звучали хрипло и неестественно, как будто доносились с другой стороны какой-то невидимой стены. «Не слушай. Не смотри. Уходи». Они говорили это монотонно, как мантру. Лили крепко сжала руки, и ее взгляд был направлен на Финли. «Мы должны остановиться». Ее голос был почти шепотом. «Что-то не так. Эти голоса, они пытаются предупредить нас». Но Финли уже не мог остановиться. Это был их звездный час. Они достигли пика просмотров. Тысячи людей смотрели трансляцию, но никто не знал, что скоро все изменится. Вдруг вся техника дала сбой. Свет замигал, микрофоны начали фонить, а экраны заполнились черными полосами. Запись продолжала проигрываться, но звук стал каким-то искаженным, словно проникал в их сознание напрямую. Финли почувствовал холодный пот на лбу и понял, что происходит нечто за пределами обычного технического сбоя. Хаос охватил студию, как волна. Внезапно потемневшие экраны, зашипевшие динамики и сломавшаяся аппаратура казались чем-то более реальным, чем сама запись. Финли едва успевал обрабатывать информацию. Вокруг мелькали резкие обрывки звуков. Фигуры на мониторе казались все более явственными, а каждое их движение вызывало дрожь в его теле. Комната стала похожа на ловушку, замкнутое пространство, откуда не было выхода. Макс нервно стучал по клавишам, пытаясь восстановить контроль над системой, но его усилия были бесполезны. Микшерный пульт, компьютеры, все будто отказало разом. «Что за черт?» — выругался он, вытирая пот со лба. «Это не может быть случайностью». Зрители продолжали массово отключаться от эфира, но те, кто оставался, отправляли тревожные сообщения. В чатах вспыхивали сообщения о том, что люди начали ощущать странное давление на голову, головокружение и даже боли в теле. Кто-то утверждал, что видит в своих комнатах теневые фигуры. Они чувствуют это, как и мы. Лили проговорила едва слышно, ее глаза расширились от страха. «Финн, это неправильно. Нужно вырубить все, немедленно». Финли трясло. Он понимал, что не контролирует ситуацию, но уже не мог остановиться.
То, что происходило, выходило за рамки их обычного эфира о паранормальном. Это стало чем-то реальным, пугающе материальным. Казалось, будто запись ожила и теперь диктовала свои правила. «Мы уже слишком далеко зашли», – прошептал Финли, отчаянно пытаясь вернуть прежнюю уверенность. «Я не знаю, что это за сбой, но мы должны дойти до конца. Мы должны показать это людям. Ты с ума сошел». Лили буквально вскочила на ноги. «Ты не видишь. Эти звуки, эти фигуры – это не просто запись. Это что-то живое, что-то из прошлого, и мы не можем его остановить». Макс поднял взгляд от экрана. Он выглядел гораздо менее уверенным, чем раньше, но все еще старался сохранять контроль. «Я тоже не понимаю, что здесь происходит, но это точно не наша аппаратура. Эти сбои слишком странные. Финн, может, Лили права. Нам нужно остановить это». Финли смотрел на Макса, словно пытаясь найти в нем поддержку, но даже его напарник уже не верил в то, что это просто технический сбой. Лили была на грани истерики, а Макс едва справлялся с дрожью в руках. Финли глубоко вдохнул и перевел взгляд на монитор. Фигуры, которые раньше казались искаженными помехами, теперь стали резче. Это были силуэты, напоминающие людей, но не похожие на реальные человеческие тела. Они двигались по экрану медленно, словно наблюдали за ними издалека. Один из них, более отчетливый, как будто тянул руку к зрителям, как если бы пытался преодолеть границу между цифровым и реальным миром. «Что это?» – тихо произнес Финли, вглядываясь в экран, не в силах оторваться. Внезапно тишину в студии прорезал крик. Лили закричала так, словно ее резанули по сердцу. Она схватилась за голову и рухнула на колени. Судорожно дыша, ее лицо побелело, а глаза были широко раскрыты. «Они здесь!» – закричала она, ее голос был полон ужаса. «Я слышу их. Они зовут меня». Финли бросился к ней, но едва успел прикоснуться, как почувствовал резкую головную боль. Это было похоже на разряд электричества, проходящий через все тело. Внутри раздавался тот же шепот, который он слышал на записи, но теперь этот звук исходил не из динамиков. Это был не звук. Это была мысль, проникающая в его голову, словно чужие голоса, вторгались в его разум. «Что это?» – выкрикнул Макс, хватаясь за голову и падая на стул. Я не могу думать. Голоса, они в моей голове». Финли чувствовал, как холодный пот стекает по его спине. Эти голоса не просто проникали в их сознание. Они приказывали, призывали. Шепот становился все громче, заполняя мысли, вытесняя реальность. «Уходи, не уходи, уходи», — повторяли голоса с нарастающей настойчивостью. Казалось, что они были тысячелетиями старыми, но их сила была пугающе актуальной. Лили вдруг вскочила, ее лицо было искажено страхом и отчаянием. «Мы выпустили их. Мы открыли дверь». Ее голос дрожал от паники. «Они были заперты в этом месте. Это тюрьма для их душ». Финли не мог поверить ее словам, но внутри он уже знал, что она права. Это место, это тюрьма. Они каким-то образом нарушили границу, сломали барьер между миром мертвых и живых. Запись, эта проклятая запись была замком, который они случайно открыли. «Мы должны прервать эфир», — наконец произнес он, рывком повернувшись к пульту. «Остановить все». Но было слишком поздно. Все экраны замигали, свет в студии погас, а помехи на мониторах слились в единое жуткое изображение. Черно-белую картину, на которой фигуры теперь двигались с пугающей скоростью, заполняя все пространство. Они больше не были просто искажениями. Эти сущности пытались вырваться в реальность. Их голоса прорезали тишину. «Мы свободны». Финли замер. Темнота, окутавшая студию, оказалась абсолютной. Привычные звуки работы техники и уличный шум исчезли, погружая их в пугающую безмолвную изоляцию. Финли на ощупь пытался найти пульт, но его руки только натыкались на холодные, безжизненные панели. Все оборудование, казавшееся неотъемлемой частью их мира, теперь выглядело как бесполезный металлолом, будто оно уже давно вышло из строя. Тишина была странно густой, как будто сама реальность отступила, уступив место чему-то другому, чему-то неведомому и угрожающему. Лили, стоявшая рядом с ним, дышала часто и поверхностно. Ее дыхание стало единственным звуком в окружающей их пустоте.
Макс, всегда спокойный и уверенный в себе, теперь сидел в углу, скрючившись, будто пытался спрятаться от того, что они вызвали. Мы должны найти способ это остановить», — выдохнул он, но голос его предательски дрожал. Здесь становится все холоднее, и эти звуки... Холод действительно был поразительным. Он не ощущался обычным физическим холодом. Он был словно пропитан чем-то древним и зловещим, словно бы исходил из самой земли, из-под их ног, через стены и потолок. Финли чувствовал его не только на коже. Этот холод проникал в кости, заставлял судорожно сжиматься мышцы, обволакивал сознание и не оставлял места для логики. Это не просто холод. Лили прошептала, ее голос звучал как голос человека, который готов был сдаться. Это не отсюда. Это как будто они хотят пробраться сюда, сквозь нас. Эти слова резанули Финли, заставив его на мгновение застыть. Они... Это не просто тени или голоса, возникшие в записи. Эти сущности, которые они каким-то образом вызвали, теперь находились здесь, с ними, но еще не до конца проявившиеся в реальности. И они искали способ пробиться, найти выход. Должен быть способ. Макс встал и нервно огляделся, пытаясь найти хоть какую-то точку опоры. Мы должны выключить все оборудование. Полностью. Если это трансляция, она должна быть связана с техникой. Но техника уже не реагировала. Вспышка света на мониторе была последним сигналом, что их аппаратура еще работала. И теперь они остались во мраке, с холодом и ужасом, который все больше накапливался в студии. И тут, словно в ответ на мысли Макса, экран ноутбука Финли внезапно ожил. Экран засветился тусклым светом, как будто пробуждая от долгого сна забытые воспоминания. На мониторе появилась старая черно-белая трансляция. Стены, потемневшие от времени, знакомые длинные коридоры. Это была тюрьма Муртон. Камера медленно скользила по пустым, глухим коридорам, захватывая изображение решеток и старых деревянных дверей, покрытых ржавчиной. И хотя Финли знал, что тюрьма давно заброшена, это изображение было каким-то слишком живым, как будто транслировалось в режиме реального времени. В тишине раздавались тихие шаги, эхом отражаясь от каменных стен. Это невозможно. Финли чуть не выронил ноутбук. Тюрьма заброшена. Как это может быть? Они никуда не ушли оттуда. Лили произнесла это как истину, с которой она уже смирилась. Ее голос был наполнен ужасом. Мы думали, что это просто тюрьма. Но это не так. Это их место. Их мир. Экран стал мигать. Изображение искажалось, но одно из изображений выделилось. Дверь с номером 13. Камера остановилась напротив нее, как будто невидимая сила тянула их туда. В ушах раздался знакомый скрежет. Звук, словно старинный железный замок, медленно поворачивался, высвобождая давно запертую дверь. Дверь открылась. В черноте за дверью не было ничего, кроме гнетущей пустоты. Но эта пустота таила в себе что-то ужасное. Оттуда, из глубины камеры, вырисовывалась фигура. Сначала едва заметная, размытая как дым. Она стала обретать очертания. Это они... Лили задрожала и сделала шаг назад, словно стараясь отойти как можно дальше от ноутбука. Они выходят. Фигура становилась все четче. Она выглядела как человек, но ее очертания были искаженными, словно тело было сломано или вытянуто в неестественную форму. Лицо размытое, с пустыми черными глазами, словно провалы в черепе. Существо тянуло руки вперед, будто пыталось пробраться сквозь экран. Макс вскрикнул, отшатнувшись от ноутбука. Его сердце колотилось в панике. Это не запись. Они пытаются прорваться. Это не может быть реальным. Финли, напротив, не мог отвести глаз от экрана. Он знал, что они допустили огромную ошибку, но уже не было никакого способа это исправить. Их действия, их трансляции открыли дверь в иной мир, и теперь существа, заключенные там, начали обретать форму. Экран снова мигнул, и на нем появилось нечто еще более ужасное. Лица. Многочисленные, искореженные, кровавые лица бывших узников Муртона. Их глаза, пустые и мертвые, смотрели прямо на них. Один из этих лиц стал приближаться к камере, пока не заполнил весь экран. Голос разнесся по студии, хриплый и глухой, словно пришедший из далекого прошлого. «Вы открыли для нас дверь. Теперь вы наши».
Финли почувствовал, как леденящий страх пронзает его тело. Это был не просто голос, это было сообщение. Сообщение для них, как предупреждение или приговор. Он бросил взгляд на Лили, которая почти обезумела от ужаса, и на Макса, который сидел, сжавшись в комок, глядя на экран широко раскрытыми глазами. Они все осознали одно и то же. Они стали частью этого мира. Они больше не могли вернуться. Мы должны найти выход. Финли едва мог выговорить эти слова. Его губы тряслись. Мы не можем просто умереть здесь. Уже слишком поздно. Холодно произнесла Лили, и ее голос напоминал мертвецов на экране. Мы их освободили. Теперь мы заключены здесь, как и они. Экран начал искажаться, изображение стало расплываться, но перед тем, как экран погас, в студии раздался еще один голос. Тихий, но глубокий, словно он исходил не из динамиков, а откуда-то извне, из самой тьмы вокруг них. Трансляция завершена. Свет внезапно вспыхнул, но это было уже не свет реального мира. Это был холодный, бледный свет, похожий на блеск луны на кладбище.